Всем привет, друзья! 1 октября, и я приехал в лес. Сегодня буду я в заключительный раз проливать пчел от клеща. Ну и будет такая тема, потому что, опять же, такие пчеловоды спрашивают начинающих, когда последний раз обрабатывать пчел. Выскажу свое мнение на этот счет. Ну, а вы решайте сами, при какой температуре, когда, что и как. Всем приятного просмотра. Не забывайте также подписываться. Уже статистика канала показывает, что 71% людей смотрит без подписки. Месяц назад я говорил вам, что было 77%. Немножко ситуация исправилась. Так что, друзья, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Я думаю, канал еще будет интереснее. Итак, начнем с температуры. Уже на данный момент ночи довольно прохладные. Вот этой ночью было около 5 градусов плюс тепла. То есть пчелки неактивные, практически собираются уже в клуб. Какие мои такие наблюдения и нюансы? Они не сильно, там, скажем, будут влиять на ход зимовки, но тем не менее. Последний раз я бы рекомендовал обрабатывать, когда температура действительно не будет подниматься выше 5-7 градусов днем, чтобы пчелки уже не летали. Почему? Потому что такое бывает. Вот, скажем, погода нестабильная, все изменяется. Вы обработали как бы последний раз. Ройкин, не мешай. Была температура прохладная, там недельку. Все, вы думаете, все отлично. Но потом приходит, как говорится, теплый циклон и начинают пчелки летать. И водичку где-то, и еще и пыльцу тащат, и где-то пчеловод начинающий, не начинающий. Бывает такое, что сиропчик в кормушечку ставит, как бы подкормить, и все пчелки слетаются в ту кормушку. В чем же проблема, собственно? Скажем, вы обработали и знаете, что у ваших пчелок уже клеща, практически нет. Все отлично, препарат хороший, проконтролировал ли, вопросов нет. А где-то пчеловод не обработал, либо обработал плохим препаратом. В общем, заклещенность у него большая. И ваши пчелки контактируют. Какую-то незначительную часть клеща все-таки могут притащить на зиму себе в улей. Казалось бы, особой проблемы оно и не сделает на ход зимовки. Но, тем не менее, зачем вам этот лишний клещ? Потому что такие теплые дни, осенние, скажем, были прохладные, потом резко теплые, довольно-таки длительные. Это все от погоды зависит. И после последней обработки ваши пчелки притащат еще клеща. Весной вы думаете, не буду обрабатывать, скажем, я не обрабатываю в том числе, потому что если я хорошо обработал, нету смысла обрабатывать весной. Это мое мнение, у каждого свое. Есть люди, которые обрабатывают по 10 раз за сезон, и между взятками и на взятках, в общем, кто как хочет, так и делает. Если я знаю, что хорошо обработал осенью, весной я не обрабатываю. И что получится у такого пчеловода, скажем, когда были еще летные дни, они немножко притащили этого клеща, зимовка пришла успешно, все хорошо, но тем не менее развитие клеща будет весною, как вам сказать правильно, клещ будет развиваться, хотя его не было в семье. Понятное дело, что они и весной могут где-то притащить, набраться его, и летом, за течение сезона. Но, тем не менее, такой маленький нюанс. Как я сказал, он особо ни на что не влияет, но, тем не менее, лучше обработать пчелок, когда уже летных дней не будет совсем. Я имею в виду последний раз. Вот и сегодня я приехал в лес обработать пчелок от клеща. Уже здесь последний раз. Почему? Потому что здесь пчелам практически не с кем контактировать. Других пчел нет. Плюс в лесу стабильная такая прохладная температура. Сегодня в любом случае днем дома еще летают хорошо. Здесь лета никакого не будет. Соответственно, можно обрабатывать. Расплода уже у них давно нет. Все, они будут сидеть спокойно до весны. Я делал разные экстремальные такие эксперименты на пасеке всегда, чтобы понимать, что к чему и как нельзя делать, чтобы в будущем вам рассказывать, показывать. Показывал, как я обрабатываю там
при небольших минусах и тройной дозой и так далее. Вреда никакого для пчелиной семьи не было. Зимовала прекрасно. Развитие стандартное по пасеке. Ничего я не заметил, скажем, что я там чем-то навредил. То есть, но тем не менее, у людей бывает по-разному. Где-то не успел, и уже небольшие ночные такие приморозки там до -5 бьют. Можно днем обработать, ничего страшного не будет. То есть там при 0 градусов тоже. Потому что писали мне люди, что вот не получается у меня обработать, я на вахте, через месяц приеду. Такой как бы нюанс. Ничего страшного. Главное, чтобы не сильные морозы были, а там в пределах 0 это нормально. Обработаете, ничего страшного не будет. Все перезимуют. Самое главное, чтобы не было того клеща. Много. Так что, друзья, вот такие, как всегда, маленькие нюансы. Я думаю, они кому-то и пригодятся. Пью кофеек и иду обрабатывать пчелок. Уже почти сидят в клубе. Спокойные. Значит, их ничего не тревожит. Отлично. Все. Вот, друзья, в лесу практически уже, не практически, а уже есть очертания клуба. Я уже посмотрел, обработал, ну и вам покажу. Видите? Уже пчелки сели в клубе, то есть все. Ну, как бы он еще не такой поджатый, но тем не менее уже сидят. Прекрасно. Пускай зимуют. Ну что ж, друзья, вот такая прекрасная ситуация в лесу. Пчелки уже, можно сказать, зимуют. Мы хорошенько поработали, да, с Ройкиным? Все здесь отлично. Осталось дождаться весны. Все, друзья, на этом. Занимайтесь пчеловодством, все у вас получится. Всем пока. Итак, друзья, еду домой, и зоркий глаз вдоль посадки кое-что увидел. Далековато, конечно, но любопытство взяло вверх. Решил заехать посмотреть. Октябрь, уже октябрь, а на дереве еще кое-что висит. Посмотрим, попалось ли там что-то человеку. Так. Здесь есть еще и дорожка. И здесь, друзья, уже не ловушка, уже, ну, ловушка, конечно же, но как целый улей стоит. Так, но движения никакого, не знаю. Первый раз ее вижу, не могу сказать, было ли что у человека, либо нет. Некоторые ловушки, которые я находил в этом году, я видел, что и людям тоже хорошенько попадались раи. Сейчас температурка вроде бы немножко прогрелась. Ну, если бы там были пчелки, я думаю, какое-то движение было. А так, как бы там мышки не завелись, как и у меня. Ну, вот как-то так.